Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми встречами с Александром Лазаревым. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начать наш разговор я хотел бы с Рютте, причем это два разных слова, предлог и слово. Значит, генсек НАТО приезжает в Украину, его встречает Зеленский, ведет на Майдан. Тоже интересная точка сборки. Обычно все там на Софиевке, быстренько возле Министерства иностранных дел там как бы возложили и дальше уже пошли по своим делам. А тут вот прям на Майдане, это ведь тоже сказали, давайте встретим его. По выступлению из того, что, как бы сказал Рютте, простите, но внятного мало. И складывается впечатление, что это опять-таки обещание каких-то золотых гор, какие-то, не знаю, там влажные розовые мечты, декларация каких-то, ну, не знаю, очень мощных слов поддержки, особенно когда там украинцы, держитесь, я знаю, как вам тяжело, но ничего, сейчас подпишем мирное соглашение, и тогда на воде, в воздухе, солдаты, в общем, все вас будут поддерживать. Теперь понятно, откуда в Financial Times появилась статья о том, что 72 часа и чуть ли не Америка вступит в войну в случае повторного нападения России. В общем, вот нам абсолютно обрисовывают вот этот горизонт, да, что, мол, не волнуйтесь, мы рядом. Кажется, что это вот когда, не знаю, там ребенку или там страждущему, болезному делают какую-то неприятную операцию, кто-то из близких держит за руку, поглаживает, говорит, ничего, купим тебе шоколадку, купим там, вот все будет хорошо. И это все на фоне переговоров и ужасающего обстрела. ПВО Рютте не сработало. Все же как ждали. Сейчас Рютте приедет, значит, стрелять не будут. Стреляли. Обстрел точечный, жуткий. Ну, о последствиях, понятно, не говорят. Да, показывают в основном дома, прилеты. Это уже традиционно. Но Харьков сливает воду. Это заметно. Но как это повлияет на переговоры? Вот парламент, который 6 лет уже там с лишним месяцев, там у него 15-я рекордная сессия, все, в общем, открыли. Там 3 калеки и 2 чумы слушало целого генсека НАТО. Ведь, ну, соответственно, мы понимаем, что, собственно, такое значение этого визита и влияние на предстоящие переговоры или нет? Ну, какой артист, такие зрители, собственно говоря. После того, как он буквально чуть ли не падал на колени перед Трампом и называл его папочкой, да, то есть уровень этого человека, он, я думаю, каждому понятен. Уровень его субъектности, возможности принимать решения и вообще уровень ответственности. Поэтому к нему и отношение такое. И не странно, что слушало там какое-то маленькое количество депутатов, да, и кто там был. Для него это вообще, этому артисту такая публика очень сильно подходит и к лицу. Почему на Майдане встречались, для меня тоже непонятно. В свете последних событий на Лысую гору нужно водить. Я думаю, там капище неплохое. И вот если бы туда Зеленский отвел бы Рюта, там бы и Андрей появился, и они бы на троих сообразили, да и, в общем-то, может, и решили. Там и ПВО как-то организовали, да, и с помощью колдунов и магов выстроили бы купол защиты над Украиной. Я, конечно, смеюсь с этого, да, но чтобы не плакать, потому что ситуация с ПВО действительно критическая, и об этом уже заявляют спикеры, представители военно-воздушных сил Украины. Говорят, что ракет банально не хватает для отражения атак. Не просто там, да, там систем не хватает, а ракет нечем пополнять. А это все говорит о том, что американцы, как бы там ни рассказывали, что они дальше продолжают поддерживать Зеленского, поступают вооружения в Украину, да, не в значительном количестве, но поступают, и многие из этого делают выводы, что Трамп ведет очень такую двуличную игру. С одной стороны, пытается Путину рассказать, что он хочет прекратить войну, и давайте быстро все подпишем мирное соглашение, а с другой стороны поддерживает Зеленского и поддерживает практику ведения боевых действий и не хочет заканчивать это. Я с этим не согласен. Мы просто банально можем посмотреть на количество денег, которое приходит в Украину в 77 раз меньше, чем было раньше, и на количество ракет к комплексам противовоздушной обороны и противоракетным комплексам. То есть, по сути, если уже публично об этом заявили, значит, их действительно не хватает.
Это что касается Трампа, приезда Рюте, ПВО и вообще проблем, которые сейчас есть у Украины. Что касается вообще НАТО, перспектив Украины в НАТО, я неоднократно об этом говорил и говорил еще до войны, что это невозможно и на это никто не пойдет. Украину могут страны НАТО использовать в своих планах, в своих намерениях, в своих стратегиях, да, вплоть до нахождения даже войск на территории Украины, но никто Украину как полноправного члена НАТО принимать не будет, потому что это угроза самому Альянсу. Более того, главная страна в НАТО, нравится это кому-то или не нравится, это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки в своей стратегии национальной безопасности черным по белому записали, что НАТО прекращает быть перманентно развивающейся организацией. То есть пересмотр этой структуры. Это значит, что Украину туда никто принимать не будет. И когда об этом говорит главная страна в своей национальной стратегии, да, которая фактически и является отцом НАТО, да, или папочкой, выражаясь словами Рюте, то какой-то клерк, да, уполномоченный решать бумажные вопросы, он может обещать что угодно. Вопрос только, если ты хочешь верить, то верь, да, это я к Зеленскому, там, к людям, которые в этом пытаются уверовать. Но практика говорит совсем об обратной тенденции. Друзья, если в НАТО вам обещают, что возьмут с 2014 или 2013 года и до сих пор не взяли, и говорят, вот вам необходимо бороться за право, вы боретесь, теряете жизни, теряете территории, а НАТО ближе не становится, да, с точки зрения там защиты, каких-то гарантий, и Евросоюз ближе не становится с 2014 года, чтобы там Зеленский не рассказывал, что в 2027 году вступят, да, в Евросоюз. Уже Мерц, я уже молчу о странах Восточной Европы, именно членах Европейского Союза, которые категорически против выступили подобной инициативы, уже даже страны Западной Европы в лице Мерца, который является участником, не последним участником коалиции решительных, да, уже путаюсь, как их называть, вот, говорит, что Украине не место сейчас и не время принимать Украину в Европейский Союз. Так если даже в такую организацию, как Европейский Союз, не принимают, потому что они объективно оценивают риски для европейской экономики с разрушенной украинской инфраструктурой, да, с потоком миграции, да, и вытеснением и замещением рабочего капитала в своих странах, вот, с дотациями, которые необходимо давать, они здесь оценивают риски и не готовы принимать Украину, потому что Европа в экономической стагнации находится. Так что говорить уже о НАТО? Там разброд и шатание. Разброд и шатание между странами Европейского Союза, которые выстроили свою коалицию вокруг Британии, и Соединенными Штатами Америки, да, и теми странами, которые тяготеют к Вашингтону. Они между собой договориться не могут о будущей стратегии поведения. И поэтому я уверен, что скоро мы опять от Макрона услышим: надо альтернативу НАТО создавать. Если помните, когда он говорил лет, наверное, уже 6 назад, да, в НАТО произошла смерть мозга. После этого Эрдоган сказал, что это у Макрона произошла, да, смерть мозга, а не у НАТО. И, в общем, обменялись такими любезностями. Но Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отпускал в сторону Макрона веселые там шутки, да, и поведение, как за палец хватало. Вообще весело. Собственно говоря, два человека в мире, которые себя так ведут по отношению к Макрону публично, это Трамп и Эрдоган, что говорит о позициях Макрона и его месте на международной арене. Поэтому, когда мы говорим о приезде Рюте, там, либо обещаниях Мерца, Шольца, Макрона, Стармера, да, там еще каких-то ребят, они не принимают решения в этой организации. Здесь необходимо понять. И сама организация, да, даже если бы какая-то горячая голова решила бы, а давайте Украину возьмем в состав НАТО, либо дадим какие-то гарантии, вот как французы говорят, вот мы ведем на территорию Украины там свой контингент, британцы, вы с нами, да, мы с вами, немцы говорят, мы, наверное, не с вами, мы так со стороны посмотрим, и все равно не вводят этот контингент, и никто им не позволит этого сделать, в первую очередь американцы не позволят, потому что они как, они говорят, мы ведем, но вы же, американцы, нас прикроете, да, если русские будут по нам работать, да, с огневых каких-то систем, вы же прикроете, американцы говорят, нет, никто вас прикрывать не будет, мы в эту авантюру вписываться не собираемся. Поэтому приезд Рюте, мне кажется, такой
таблетка успокоения. Все будет хорошо, вы не волнуйтесь, вы дальше делайте так, как нам надо, как вам говорят с Туманного Альбиона. Вы денег нет, но вы держитесь. Да, одной фразой можно описать приезд Рюте в Киев, не более того. Так а о чем переговоры тогда, Александр? Вот мы наблюдаем за как бы информационным сопровождением всего происходящего. Все отметили Зеленского, который вчера там не видел обстрела энергетики, но сегодня их уже не заметить невозможно. Видимо, все четко, все же поняли, все же не глупые, все понимают, что он играет это шоу перед Трампом. Вот Россия как бы придерживается, целенаправленно не била по энергетике вчера, ударила прошлой ночью. Это вот для того, чтобы Трамп не соскочил с крючка. Складывается впечатление, что пока Америка в контексте переговоров, пока эти переговоры трехсторонние, ну, это шанс для того, чтобы, собственно, продлить и делать дальше хорошую мину при плохой игре. Для того, чтобы или свалить на Трампу вину и за неудачи и поражения, или для того, чтобы разыграть в будущем эту карту. В общем, мне непонятна исключительно стратегическая плоскость того, что делает Украина в своем политическом измерении. Но я беру рамку не этого года, не последнее заявление, встречи в Абу-Даби. То есть у нас же как принято? У нас вот мы все встретились в Абу-Даби, ну вот точка отсчета. Каждый раз новая точка отсчета. Ну давайте вспомним, как вообще год назад развивались события, какие там идеи продвигались. По сути, мы видим, что если брать дистанцию в год, то Трамп планомерно, медленнее гораздо, чем он говорил год назад, но реализует свою политику по отношению завершения войны в Украине. Это энергетическое перемирие, которое стало возможно вот так вот на недельку. Алло, Владимир, не стреляй, ибо мороз. Владимир говорит, хорошо, не буду стрелять. Где Зеленский? Мы даже не имеем точки отсчета этого энергетического перемирия, которое прошлой ночью закончилось. То есть мы видим, что это абсолютно их игра, их отношения. Зеленский как бы в стороне, но он Америку не отпускает. Иначе, если бы отпускал, да, то у нас бы состоялась бы 1 числа встреча в формате двухстороннем Россия и Украина. Но если бы эта встреча состоялась, многие аналитики утверждают, и я, в принципе, согласен, сейчас самый страшный вопрос для украинской власти, украинской элиты, это вопрос «нахиба?». Ну, типа, зачем? Зачем был этот год? Зачем были эти 3 года? Зачем было, там, не знаю, 2 года? Зачем Курская операция была? Зачем? Ну, то есть, много зачем, да? Потому что результат с каждым разом все хуже и хуже. И вот тут же возникает тот же самый вопрос. Так вот я посмотрел вчера Умерова, там был короткий пресс-подход, он анонсировал, там, говорит, вот, мы там в контактах с 22 года, гуманитарные вопросы, ждите новостей, будут обмены пленными. Да елки-палки, в Стамбуле ровно для этого, казалось бы, и тогда это казалось нечто прорывным, хорошо, прямые переговоры, все говорят, ни к чему не привели, но потом делают оговорку, что да, привели к обменам. Так можно было продолжать Стамбул, а его же похоронили, Стамбул-2 я имею в виду, не первый с Джонсоном, а вот Стамбул-2. И задаешься вопросом, так а зачем вам, собственно, Абу-Даби на двоих, если у вас был Стамбул полгода назад, условное, да, и видно, что Зеленский политическими клещами вцепился в Трампа, в Америку, но вот непонятны цели. Зачем? Абу-Даби на двоих звучит как какой-то романтический фильм. Ну, увы, не состоялось. И здесь, кстати, действительно, можно вот если в такую частность уйти, мы можем рассмотреть. Вот отменилась встреча в Абу-Даби, отменилась именно встреча двусторонняя, которая должна была состояться 1 февраля. До этого же было сказано, что 1 февраля состоится двусторонняя встреча уже без американцев, на которой будут обсуждаться территориальные вопросы, да, ну и там другие смежные вопросы, которые тоже необходимо решить. Просто до этого сказали, что практически все вопросы уже
уже решили, остался только один территориальный вопрос. Это сказал Рубио, опять возник ниоткуда не возьмись, да, появился Рубио, вот, и сделал заявление, и потом опять исчез, так же, как и появился. Понятно, он дальше выполняет свои прямые обязанности госсекретаря США, но не участвует напрямую в этих переговорах, так иногда комментирует. И вот Зеленский в преддверии этой встречи 1 февраля, которая не состоялась, говорит, что встреча может не состояться, если начнется война с Ираном. Да? Вот если американцы начнут с Ираном боевые действия, то встреча перенесется, по объективным причинам. И тут мы смотрим, война с Ираном не начинается. Да? Там и Иран вроде как идет на контакт, хочет общаться с американцами, стягивается туда и флот других стран, союзнических для Ирана, вот, и американский флот, и вроде как контакт начинает устанавливаться. Параллельно идут угрозы, но уже, собственно говоря, далеко не 1 число. Война не началась, и встреча отменилась. И тут, конечно, у Владимира Александровича не нашлось объяснений, почему эта встреча отменилась, но мы потом слышим, что и от Киева, и от Кремля, что встреча будет 4-5 числа, но уже трехсторонняя встреча. Трехсторонняя. И возвращаясь к энергетическому перемирию, то есть заканчивается оно 1 числа, вот, и опять начинаются обстрелы. То есть Трамп попросил Путина воздержаться от обстрелов энергоинфраструктуры на момент переговоров до 1 числа. То есть вот 1 числа они должны были состояться. Он согласился, соответственно, Зеленский сказал, раз русские согласились, мы тоже, значит, не будем наносить никакие удары. Так уж и быть, тоже с этим согласен. Вот, и встреча не состоялась. В принципе, договоренности у всех все выполнены. Да? Договаривались до 1 числа, встреча не состоялась, но 1 число прошло, возобновились обстрелы. Но цимность ситуации в том, почему эта встреча не состоялась. И не состоялась именно двусторонняя встреча. И тут мы можем вернуться как раз-таки к Стамбулу. И Стамбулу-1, и Стамбулу-2, и к другим переговорам. Вопрос территорий. Стамбул закончился на том же вопросе, на котором и Абу-Даби закончится. Вопрос территориальных уступок, потому что нам дают только видимую часть разговора. Это Донбасс. Русские говорят, что ВСУ нужно вывести с территории Донбасса. Киев заявляет, нет, никто ничего выводить не будет. Более того, не сдамся без бою. Зеленский прямо об этом говорит. Никакого вывода войск и сдачи территории не будет. Но в Стамбуле, если мы вспомним, отмотаем пленку назад, а еще даже год не прошел, речь же шла еще и о буферных территориях, которые русские запрашивали, и вроде как велось обсуждение, но это обсуждение, напомню для зрителей, продлилось 30 минут, после которого разошлись делегации и больше не встречались, и больше не обсуждали. Да, гуманитарные вопросы дальше решались, но для того, чтобы решать гуманитарные вопросы, для этого не только в Абу-Даби не надо собираться, но и в Стамбуле можно не собираться. Они решаются на уровне контакта двух разведок, разведслужб. Они всегда и обмен телами погибших солдат, и обмен военнопленными решается на уровне разведслужб. Все, для этого переговоры вести не надо. Из чего я могу сделать вывод в этой частной ситуации, сейчас к общей тоже перейдем, что нет возможности сейчас договориться. Нет той точки притяжения, да, на которой могли бы согласиться две стороны и получить это согласие. А согласие – продукт при несопротивлении обеих сторон. А тут мы видим, что позиции опять не сходятся. И поэтому они решили не встречаться на двоих, а ибо что обсуждать на двоих. Так хотя бы с американцами пообщаются. У русских есть свои вопросы с американцами, которые решают. Я так понимаю, украинской делегации тоже есть вопросы, которые можно порешать с американцами, но и все создадут видимость деятельности, если эта встреча произойдет. То есть еще не факт. То, что подтвердил Киев и Кремль, это не значит, что встреча состоится, потому что все подтверждали встречу и 1 числа. Поэтому, если она состоится, я прогнозирую, так сказать, исходя из предыдущего опыта подобных встреч и переговоров, что она не принесет никакого результата. Просто все скажут, что мы встретились и дальше ушли думать. И потом приедут кто-то в Москву, кто-то в Киев, кто-то в Вашингтон и сделают заявление, что предыдущие позиции незыблемы и никто их менять не будет. И опять все застопорится. Эта ситуация, в принципе, устраивает Владимира Александровича. Вот она его полностью устраивает. Поэтому встречаться на двоих, а о чем говорить?
Если и русские понимают, и Киев понимает, что не будет смены настроений и позиций, что позиции остаются неизменными. Вот и все. Слушайте, как-то заглохла тема выборов, тема референдума, тема какого-то волеизъявления по... Даже эти 20 пунктов уже не повторяет как мантру Зеленский, хотя они еще в повестке официально киевской, да, офиса президента. Получается, что вот эти обстрелы, вот эти вот уничтоженные ТЭЦ, в Харькове, например, сообщает местная власть, что уничтожено, восстановлению не подлежит. Получается, что растет ущерб. То есть, опять, вот это мантры, вот это как Рютта, мы с него начинали, он говорит, вот, украинцы, держитесь, зима длинная, но скоро будет весна. Да елки-палки, понимаете? То есть с этим ценным месседжем о том, что длинная зима, но весна будет уже скоро, ты, получается, проделал этот путь, опасный путь, обстрелы же все-таки были по всей территории Украины, кроме там западного этого хвоста, но тем не менее Винница, там, да, Одесса, центр, Киев. То есть ты как бы едешь нам сказать, что весна придет? Так ничего не меняется. Трамп только уверен, что у него большой прогресс. Вот растолкуйте тогда, в чем прогресс в понимании Трампа. Потому что вот если так посмотреть на ситуацию, да, то как бы все как бы игру играют и делают вид, да, какую-то хорошую мину при достаточно очень посредственной и не очень хорошей игре. Показывают нам соцопрос. 40% украинцев, кмисовцы, да, посчитали, говорят, готовы отдавать Донбасс. Представляете? 40%. В СБУ надо срочно. Как это? В смысле отдать Донбасс? Но социологи это показали. Или социологов надо четвертовать. Вы что? Это же буквально вчерашний какой-то там, да, нарратив, что если кто-то заикнулся о каких-то территориальных уступках, тот вражина и работает на Кремль. Точно такая же история, например, с этими ТЦКшниками. Выходит глава нацполиции и говорит, каждый день нападают на ТЦКшников. Так, елки, подождите, это же все ИПСО, российская пропаганда. В смысле каждый день? Нет, говорит, каждый день нападают, представляете? И полиция вообще как-то вот марает свой светлый образ о ТЦКшниках. Так а кто этому, кто за этим стоит? То есть вчера, то, что вчера еще считалось российской пропагандой, условной там работой на врага, сегодня, предстает абсолютно в другом свете. Ровно точно так же, как и по главному вопросу переговоров. Так что у Трампа хорошо идет? Насчет российской пропаганды, это уже давно излюбленная формулировка власти Зеленского. Они вешают это клеймо на любую мысль, на любое высказывание, которое идет вразрез с линией, да, государственной линией, идеологической линией, которую они приняли. Если ты где-то критикуешь власть, ты автоматически становишься ИПСО, либо агентом Кремля. То есть они эту тему прокатывают с первого года прихода к власти. Просто они поднаторели и уже умеют быстро это клеймо вешать. Плюс все механизмы у них есть в руках. Поэтому все, кто находится в реальной оппозиции и критикует власть, они автоматически все агенты Кремля. Причем с пропуском в сам Кремль, да, и с подходом к Путину. Вот, и с личным там рукопожатием ежемесячно. Вот. Что касается социологии. Здесь другая цифра интересна в этой социологии. 40%, я уверен, это заниженная цифра. Но ее не привести не могли, потому что настроения в обществе действительно растут, и многие люди задаются вопросом, а надо ли это продолжать, а может быть надо взять и прекратить боевые действия здесь и сейчас, и сохранить жизнь, и сохранить большее количество территорий, да, и как минимум эта война не будет продолжаться, не будет наносить ущерб и урон инфраструктуре и вообще и жизнедеятельности самого государства. Вот. Я уверен, количество гораздо больше таких людей, которые так мыслят. Но они пишут 40% для правдоподобности. И второй цифрой они пишут 52% тех, которые ни в коем случае не согласны на такие условия. Вот где собака зарыта получается. То есть, по факту, они говорят, большинство против.
Да, большое количество людей хочет прекращения войны там, на любых условиях здесь и сейчас. Но большинство-то говорит, что нет, мы готовы до последнего. А сюда мы сразу можем вспомнить высказывания. Ой, как его, господи, этой тетки, которая из Канады, да, посол Канады, которая сказала, что готовы терпеть все и вся, главное, чтобы не с Россией. До этого Елена Зеленская, первая леди Украины, сказала, что хоть 3, хоть 4, хоть 10 лет, утрирую, конечно, да, украинцы готовы жить без света, тепла и газа, главное, ведь стоят свои. И тут у Зеленского получается очень хороший механизм в руках. Он говорит, подождите, даже социология показывает 52% за то, что я делаю. То есть у него появляется опора, у него появляется фундамент. То есть это не настоящая социология, я уверен, потому что это КМИС публиковал. Вот, есть закрытая социология, которая кладется, да, на стол самому Зеленскому и там администрации президента с более-менее реальными настроениями в обществе, и то с огромной погрешностью, потому что многие люди боятся высказывать свою точку зрения, они склонны к тому, что, ну, будем говорить, как хотят услышать, ну, а то зачем нас запишут сейчас в каких-то неблагонадежных граждан, еще позвонят там с Владимирской улицы, позовут на допрос, еще, не дай бог, припишут что-то, какие-то непотребные действия. Поэтому скажем, что мы всецело поддерживаем и доверяем Зеленскому, если не Зеленскому, то Залужному, если не Залужному, то Буданову, да, и, собственно говоря, на этом история заканчивается. Но, тем не менее, на стол ему ложат более-менее адекватную социологию с этой погрешностью. Публикуют же социологические данные, которые должны не просветить общество, да, что вот такое количество настроений за то или иное решение, а наоборот, чтобы манипулировать общественным сознанием и чтобы давать Зеленскому в руки тот механизм, на который он может опереться. Это что касается социологии. Вот она работает именно в таком контексте. Что касается Дональда Трампа, что у него хорошо, что плохо. На самом деле у Дональда Трампа сейчас ситуация не самая позитивная. Да? Как минимум мы видим, какие протесты массовые идут в Соединенных Штатах Америки, вплоть до стычек. Да? Опять раскручивается история, которая была там во время выборов предыдущих, когда Байден победил. То есть опять они спекулируют на теме мигрантов, на теме там расового равенства или неравенства. То есть поднимают излюбленную тему для конкурентов Трампа. То есть глобалисты начинают играть на этом. Есть там проблемы? Нет, это уже 10-й вопрос. Для нас с точки зрения того, как это повлияет на рейтинги Дональда Трампа и на будущие выборы, не имеет никакого значения, существует ли эта проблема в действительности или она надумана. Сам факт того, что в эпоху постправды вот ее показали, вот она есть, и вот людей вокруг нее пытаются объединить и консолидировать против Дональда Трампа и его администрации. Первый момент. Второй момент. У него снизился рейтинг. Публикуют социологические издания и социологические центры Соединенных Штатов Америки. Третий момент – скандал вокруг Эпштейна. Опять Трампу постоянно напоминают про Эпштейна. Даже какие-то засланные казачки, там, где Трамп публично выступает, пытаются ему крикнуть там про пленки Эпштейна, о том, что он там был на острове, что он общался с Эпштейном по телефону, что там он сколько-то тысяч раз упоминается в этих документах, и Трамп постоянно вынужден оправдываться. То есть он публично говорит, я не имею никакого отношения к Эпштейну, это не ко мне, то есть я там не участвовал, я не причастен, он это пишет, в Иксе пишет, там в своих соцсетях пишет. Дальше начинают конкуренты, а у него уже ничем не гнушаться, они начинают поливать грязью жену Трампа, Меланию, да, то есть приписывают и ее туда, публикации уже. Мне даже в социальных сетях именно американская реклама попадается, да, в которой такая чернуха на Меланию льется, что у Трампа могут нервы не выдержать по отношению к тем людям, которые это делают. Тут реально очень грязно работают. Но тем не менее, то есть его пытаются дискредитировать. Зачем это все делается? Первый момент – выборы скоро у Дональда Фредовича, да, как не у него, а у его партии, что, читай, в принципе, у него тоже, потому что если республиканцы проиграют эти выборы,
это значит, что Трамп может стать хромой уткой. То есть он будет очень скован в своих движениях на политической и на внешнеполитической арене. То есть опять сильный механизм будет в руках его конкурентов, демократов, неоглобалистов. Во-вторых, опять пытаются горячие головы качнуть тему с импичментом. Они, вот сколько Трамп уже второй срок при власти, не покидает их мысль, чтобы огласить Трампу импичмент. То есть они дело Эпштейна и под эту тему раскручивают. И, конечно, ему нужны какие-то победы. Он не может сказать, что у меня проблемы там с русскими, я не могу договориться по Украине, либо Зеленский брыкается, либо китайцы мне мешают решить вопрос там по Латинской Америке или Ирану. То есть я все равно самый сильный, самый лучший, и у меня все складывается хорошо. Но, с другой стороны, те, которые играют на руку демократам, да, они же находятся и в Европе, не только в США. Вот Британия, коалиция желающих, которая и курирует, и направляет действия Владимира Александровича Зеленского. И там, где Трамп хочет показать победу, они говорят, не. Владимир Александрович говорит, иди сюда, да, вот елочка, елочка, иди сюда, как в мультике. И тормозят его, то есть, и он не идет на те условия, которые Трамп продиктовал. Он как бы соглашается с ними, но при этом ничего не делает. И вот мы видим, что такая вот вяло текущая история. Для Трампа нужны какие-то победы. Либо же что-то такое, что в информационном пространстве перебьет эти скандалы, которые раскручивают его конкуренты. Ну, тут классика, да, «Хвост виляет собакой» фильм. Ну, что это может быть, не знаю. Напряжение вокруг Ирана, может быть, Куба, о которой Трамп опять недавно заикнулся, и причем так жестко прошелся. Ему нужна еще какая-то очередная, но очень яркая победа, историческая. Вполне возможно, Гренландия. Так, Гренландия будет после Канады. Может быть. Но мне Нет, кажется, ну, Гренландия гораздо быстрее будет, чем Канада, хотя на Канаду они тоже глаз положили. И необходимо, чтобы зрители понимали, Канада страна вроде как независимая, да, но доминион все-таки, то есть как бы входит в сферу интересов Британии и признает короля Карла III королем и монархом и Канады, то есть и находится в подбрюшье США, то есть и Трамп от этого бесится, ему не нравится, что какая-то когда-то бывшая империя контролирует такое пространство на его континенте. Он говорит, доктрину Монро эта история не вписывается. Канаду сюда, в Индополож. Это губернатор, а не премьер-министр Канады. Да, это вообще должно стать штатом, а не отдельной страной. То есть об этом говорит Дональд Трамп и не перестает об этом разговаривать. Он даже... Его отношение к Канаде, мы вот видим, как он себя ведет, что он в коалицию мира, да, не пригласил, ну как не пригласил, он сказал, вы туда точно не войдете, вас там никто не ждет, вы там не нужны. Канада ему тоже нужна, но с Канадой гораздо сложнее, гораздо проще это все сделать с Гренландией. И я думаю, что он пойдет на эту авантюру, как и на авантюру со странами Латинской Америки, и она будет сделана. а, ну, понимаете, ситуация с Эпштейном, конечно, многие как бы так, ну, от нее... Ну, это, знаете, это как психологически, да, ты как бы ставишь барьеры, блоки, ты не хочешь в это вникать, понятно, что чернуха, понятно, что это вся грязь. Но очень грязная история, очень грязная, да. Другие говорят, излучают цинизм, говорят, а что там и так, что понятно, это все эти небожители, вот это. И так и в истории всю жизнь было, мол, не удивляйтесь, это они все там такие товарищи. Но тут же возникает другой принципиально важный нюанс, который я хотел бы обсудить. Файлы Эпштейна, вот эти 3,5 миллионов, это же кладезь. Сейчас там начинают, сколько раз упоминался тот, сколько раз упоминался тот, уже конкретно там начинают публиковать, а вот Зеленский как бы причастен к тому, что украинских девочек отправляли. Ну, то есть понятно, что там, что такое файл Эпштейна? Это распечатанный документ, и там половина закрашена. Ты можешь делать любое умозаключение,
Да, это все очень тяжело доказуемо. Эти суды могут идти десятками лет на самом деле, если так объективно подходить. Поэтому ты, опираясь на вот эти закрашенные файлы, можешь вообще что угодно говорить. И про Меланию, и про там Меланию нашли, что Меланию поставил Эпштейн. Это прям с файла взято. А тут уже дальше наворачивай красок, кто с кем, какие вечеринки, где, когда, даты там, давай. И ты можешь выдумывать все, что угодно. Зеленский. Упоминался же там, упоминался. Эпштейн хотел и в Россию съездить, и в Украину, и про Порошенко отзывался. Все, значит, все как бы в одном кругу. В Украине-то есть же свои Эпштейны. Свои же есть, понимаете? Один И, да один. Это ладно, не буду. ну, вот понимаете, в чем дело? И я Есть, к хотел... сожалению, да. Понимаете, и свои эти Эпштейны уже кажутся, ну, как какой-то мелочью по сравнению с вот этим-то глобальным скандалом и такими-то именитыми людьми. И общий фон – это девальвация любого морального, любого там компроматного. Короче, сейчас можно все что угодно выкатить на публику. Два классных момента. Эти файлы уже опубликованы, да, то есть есть уже прививка от любого ужаса, который ты можешь узнать про власть имущего в любой стране. И второй момент. Искусственный интеллект. Ну, тупо, это все. То есть мы живем не просто в эпоху постправды, а постправды, понимаете? То есть мы сейчас наворачиваем эту историю. И сейчас говорят, да, вот это он там, тот такой-то там детей любит, а этот собак любит, а этот на кладбище ковыряется и куклы Вуду мотает. Все, общество и, ну, как бы привиты. Получается, что мы на пороге очень страшных вещей. К власти может прийти любой Вот любой идиот. пришел. Да. Ну, понимаете, уже сейчас, я имею в виду следующую итерацию. Любой абсолютно человек с любым моральным кодом. Это вот в этом смысле это переворот мировой политики и вообще отношений там, общества и политической сферы. На самом деле, ну, я как бы согласен и с первой частью экспертов, которых вы упомянули, которые говорят, что это было всегда, просто раньше это более тщательно скрывалось, не всегда доставались такие железные аргументы или не железные, грязные аргументы. Другая часть общества, экспертов, говорит, что это ни на что не повлияет, да, ну, тут отчасти как бы можно сделать вывод определенный, что действительно сейчас в эпоху постправды существует железобетонный механизм по опровержению подобных каких-то компрометирующих данных. Компромат не работает. Вот на самом деле он не работает уже. Его настолько много, что люди уже перестают понимать, где правда, где вымысел, где искусственный интеллект, где сгенерированная картинка, а где это картина, где это настоящая фотография. То есть с точки зрения защиты, да, здесь можно просто и железно говорить. Это все ложь, это искусственный интеллект. Завтра можно, не знаю, создать видеозапись с помощью ИИ, что Трамп там на Луне обнимается с инопланетянами. И он будет настолько реалистичный, что ты не отличишь, вот действительно, правда это или вымысел, да, то ли если не понимаешь подоплеку этой истории, этой картинки. Поэтому в данном случае файлы Эпштейна, они, с одной стороны, компрометируют, дискредитируют мировую элиту. В данном случае там не Трампа, да, в первую очередь, ну, с Гейтсом это вообще история, да, смехотворна с одной стороны, с другой стороны, очень опасна и неприятное людям, которым этот человек там казался каким-то моральным авторитетом, помогал всему миру, ВОЗ там спонсировал постоянно, да, и потом узнают, что вот так вот он там ездил вот по всем этим островам. Дальше принцы британские. Ну, если мы копнем историю вообще там Западной Европы, посмотрим на то, что проделывали короли, папы отдельные, да, вот чего только стоит там семья Борджия, даже сериал по ним сняли, реально на исторических фактах. Это всегда присутствовало такие люди,
с искаженной психикой, они хотят попасть во власть для того, чтобы осуществлять все свои потайные желания и чтобы им за это ничего не было. То есть людей с нездоровой головой очень много, к сожалению, и во власти тоже. И не только в западной, да, но и в украинской. То есть далеко не ходить. У нас и среди министров кадров таких полно было, и, как выясняется, правда или неправда, там Юлия Мендель, да, насчет Андрея Борисовича говорит, что какую-то воду с трупов кто-то собирал. Это читаю, да, и вроде на голову не налазит. А с другой стороны, когда ты смотришь, что они делают по отношению к православной церкви и священникам, когда мощи святых достают и начинают кости считать, ну, знаешь, вольно-невольно задумаешься, а может быть, это не шутка, да, и не компромат. Но опять-таки, я сразу говорю, у нас-то с вами нет доказательной базы, чтобы сказать, действительно это было так. Или как, например, там пытаются дискредитировать жену президента США. Я вообще считаю, что это очень мерзко и грязно, когда в политической борьбе начинают трогать детей, семью, матерей, жен, да, там, ну, это не мужское, во-первых, дело, да, и честь это никому не добавляет. Но они это делают, и это, может быть, на какую-то часть общества срабатывает. Либо это же срабатывает на самого Дональда Трампа. Потому что когда такую дичь публикуют про его близкого человека, как минимум его это из колеи может выбивать. Он может злиться, а он очень эмоциональный человек, принимать экспрессивное решение. Может быть, и ради этого подобные публикации делаются. Может быть, пытаются его вынудить на какую-то ошибку, на принятие невзвешенного решения. Многоходовых схем вокруг этого дела может быть очень много. Но самое важное, что необходимо всем понять, что да, такой человек существовал, умер он при очень загадочных обстоятельствах, я имею в виду Эпштейн. Вот. То, что творилось у него на острове, да, и что там замешана часть мировой элиты, это тоже факт. То, что он там собирался приехать в Украину, но его вовремя арестовали, и это обезопасило Украину, в первую очередь Тернопольскую область, от того, чтобы участвовать в этих пленках, тоже факт. Это, кто не знает, СМИ тернопольские публиковали, что в пленках не найдено ни одного тернопольчанина. Это очень хорошо. Вот. Это тоже существует. Но история очень грязная, мерзкая. Причем грязная во всех проявлениях. И с точки зрения участников, и с точки зрения тех, которые пытаются эту историю использовать против, в данном случае, администрации президента США. Ам, Как вам кажется, ситуация с замирением с Ираном сейчас вовсю идет? Как повлияет на украинское замирение? Ну, пока еще рано говорить о том, что будет полное замирение с Ираном, то есть ведутся переговоры. Иран делает резкие заявления, что если американцы нанесут удар, то Иран автоматически будет наносить удар по Израилю. То есть, опять-таки, показывает, что по штатам не будет наносить удар, потому что боится последствий. Вот по Израилю, значит, готов наносить удар, как это было, ну, буквально там сколько, полгода назад, летом, да, когда был обмен ударами между Ираном и Израилем. Вот. Потом американцы отбомбились по Ирану, но ответ не последовал. То есть, поэтому сейчас самое важное, о чем договориться Китай, Россия и США вокруг Ирана, потому что Иран стратегическое государство для Китая в первую очередь. Это самый большой поставщик нефти в Китай. И если, например, там сменится руководство, станет оно более проамериканским, в долгосрочной перспективе это может повлиять на экономику Китая в первую очередь. Как на это будет реагировать Российская Федерация? Здесь много мнений. Да? Некоторые говорят, что в принципе, как ни крути, для русские в плюсе и так, и этак. То есть, условно говоря, они смогут заместить Иран на рынке Китая по углеводородам, по энергоресурсам. Другие говорят, что в этой связке
Россия может распространять свое влияние на Ближнем Востоке. Но то, что американцам хочется этот вопрос решить с Ираном, да, сделать Иран более покладистым, использовать в будущем его в своих стратегиях, в первую очередь на Ближнем Востоке, это тоже факт. Но как это повлияет на Украину, я считаю, что это вообще не связанная история. Мы, конечно, можем думать о том, что если начнется большая бойня на Ближнем Востоке, про Украину забудут, и тогда уж точно события повернутся в каком-то другом ключе. А ну просто вопрос, в каком другом ключе? Вот мы сейчас видим войну на истощение, да, мы видим, как с каждым днем уменьшается количество энергообъектов, которые генерируют энергоресурсы для промышленности, для бизнеса, для социального сектора, то есть для жилищного, коммунального, да, и прочего. Вот. Мы видим, что происходит с экономикой страны, мы видим, как уменьшается количество жителей, в том числе там женщины уезжают, мужчин пытаются мобилизовать, отправить на боевые действия, но все меньше, 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 меньше желающих даже оставаться. Я не говорю желающих идти воевать, а я имею в виду оставаться там, когда заявляют, что с 30 тысяч в месяц мобилизованных 20 уходит в СЗЧ. Мне кажется, что это число очень сильно занижено, гораздо больше людей уходит и в СЗЧ. Именно по этой причине офис генерального прокурора и закрыл эти данные. Поэтому война в Украине от войны на Ближнем Востоке мало будет чем зависеть. Исключительно в том, что общественный взор, да, общественное внимание мировое общественное внимание просто переключится с украинского вопроса на вопрос Ближнего Востока. Но при этом всем уменьшение поставок оружия уже есть, уменьшение финансирования Украины уже есть. Американцы сокращают по всем позициям, но пока что работают еще Starlink и разведданные. Но при этом всем, когда о 90 миллиардах договорились, чтобы выделить для Украины на поддержание жизнедеятельности и боевых действий, из них 60 не зайдет на территорию Украины, да, зайдет только 30. Что такое 30 миллиардов, если Зеленский запрашивал 240 для продолжения войны на 2 года? Ну, либо хотя бы 120 он просил в год. Ему сказали 90, из которых 60 не заходит. То есть уже мы видим колоссальные проблемы для власти Зеленского и для удержания ситуации в боевых действиях. То есть с каждым днем возможности продолжать боевые действия будут уменьшаться. И это понимают все адекватные люди. Все, которые занимаются и аналитикой, и политикой во всем мире. И Зеленский это тоже, уверяю, понимает. Ну и он выбрал просто другой путь. Он выбрал путь Британии, Европы, которая ему говорит, что ни при каких условиях ты не должен соглашаться на то, что тебе говорят. Ты должен стоять до конца. Вот он и будет до конца. Только вот до конца кого или чего, об этом, к сожалению, не говорят. Или до кого последнего. В этом-то вся ситуация. Поэтому Ближний Восток отдельно, Украина отдельно. Да, это все большая геополитика, но в данном случае на Ближнем Востоке не замешаны в таком объеме интересы европейских игроков, как они замешаны в украинском кризисе. На самом деле достаточно тяжелый сейчас период в плане ТЦК и вообще отношений с ТЦК. Полицейские, говорят, чернят форму нашу, все чаще раздаются голоса «ага-ага». Вот. Ну, в общем, складывается впечатление, что многие же говорили, что в конце концов на ТЦКшников все и повесят, и сделают их козлами отпущения. Я помню, как Марьяна Безуглая атаковала Сырского и сказала, что вот на Сырского все повесит. Не, на ТЦКшников повесят. Они плохую как бы подмогу отправляют на передовую, не пойми, кто туда отправляется и так далее, и так далее. Но тогда, получается, должны быть новые формы затягивания в армию. И условно сейчас же все понимают, что за война. Еще меньше народу хочет идти. И если идут, то от безысходности или потому, что правда поймали, и ну, куда идти. Да и экономика такая, что идти больше некуда. Получается только воевать только воевать, да, то есть война, она стала тоже своеобразным топливом, да, плавильным котлом для того, чтобы людей переплавлять
в нечто, да, и как бы своя там экономика внутри войны действует, и эту экономику оседлали, получается, власть имущие, и это разрушается очень сложно. Вот же в чем проблема. Очень сложно. Но тут вмешивается идеология. С одной стороны, мы видим ветеранов, которые защищают бывшего своего военного убитого при задержании, который положил 4 полицейских, имевшего конфликт у себя в Черкасской области с депутатом. Они выходят прямо на митинг, говорят, накажите неугодных полицейских. То есть ветераны, полицейские, ТЦКшники, как там говорят, что те же ветераны, только в профиль, хотя это неправда, разные есть среди ТЦК. То есть в этом, вот даже в этом сегменте условных силовиков уже сейчас зарождается, ну вот искрит, да, и зарождается серьезный конфликт. Так, а дальше сюда мы можем кого-то другого присовокупить, ну, каких-нибудь спецназовцев, кто еще у нас оружие держит, да, в руках, какие-нибудь там, я не знаю, еще кто-то, то есть другие группы. И мы видим, что как магнит, чем дальше идет война, стягивается вот в это противостояние все новые и новые фигуранты. А Зеленский как бы сидит и вот рычажками, да, уровень как бы поддерживает. Эти плохие, сегодня другие плохие. И на этом, получается, держит свою власть. Что с этим делать и сорвет ли кран? Ну, уже на грани. То есть в данном случае уже на грани, потому что еще есть одна группа, помимо силовиков, да, в которых можно включить ТЦК, вот еще одна группа вооруженных людей, умеющих воевать, это те, которые ушли в СЗЧ, их больше, чем 500 000. Их больше, чем 500 000. И эти люди, они как раз-таки в совокупности, то есть они являются отчасти ветеранами, да, плюс те, которые там смогли вернуться. Ну, их, кстати, немного. Те, которые смогли вернуться, многих не отпускают просто. Вот. У них есть свое воображение, что такое справедливость, и как несправедливо по отношению к ним поступили сотрудники ТЦК, сотрудники полиции, сотрудники МСЕКов, да, и всех других органов, которые запаковывают за обе щеки бабки, пока те теряют свои конечности и кладут жизни. Вот, и либо мерзнут -20 в окопах. Вот, и они туда добровольцами не шли. Вот эти все кадры, да, чтобы там Никита не рассказывал, Потураев, да, о том, что это Мосфильм или это искусственный интеллект, ну, пускай расскажет он тем ребятам, которые оттуда вернулись, которых поканули, избили, унизили по дороге, потому что сотрудники военкомов, они еще последнее время, помимо физического воздействия, они еще оказывают психологическое воздействие. И все чаще и чаще мы об этом читаем и видим публикации настоящих людей, которые записывают, как с ними вели себя сотрудники того или иного военкомата. Поэтому количество вооруженных людей, и это я только говорю о тех, которых можно посчитать, больше 500 000, плюс там 200 тысяч. Во-первых, было 450 тысяч на момент закрытия офисом генерального, 450 с чем-то, да, генерального прокурора статистики по СЗЧ. Плюс Федоров недавно сказал, что еще 200 тысяч. Вот, ну, можем сплюсовать уже где-то 1600, например, людей, которые ушли с фронта. Ушли они, не все они оставили стволы и просто ушли. Возможно, многие ушли прям с БК, что было более безопасно уходить. Это первый момент. Второй момент – те ветераны, которые вернулись. Третий момент – это те, которым в начале войны раздали стволы на руки. Какое количество сейчас неучтенного оружия находится в руках у населения? Никто не знает, никто на эти вопросы ответить не может, потому что тогда подвозились, я всем напомню, просто фуры, открывались багажники, и там оттуда сыпались АК-47 и другое стрелковое оружие, которое бесконтрольно раздавалось практически всем желающим. И не все, большинство, я вам скажу, не сдало это оружие и тихо хранит его где-то в чулане, дома, в погребе, где-то прикопали, вот припрятали под кроватью, под подушкой, утрируя, да, где-то у них эти стволы лежат. То есть количество людей, которые находятся при оружии, довольно-таки большое. Понимают ли это Зеленский и силовики? Конечно, понимают. А понимают ли они настроение в обществе? И это не понимают. Особенно настроение у тех, которые побывали
на ЛБС, которые увидели, посмотрели смерти в лицо, и которые винят, да, в первую очередь тех, кто их поймал и оторвал от семьи. А если еще, не дай бог, у человека, например, вот его поймал, он вышел за хлебом. Я думаю, таких ситуаций тоже пруди. Вышел за хлебом, либо пошел на работу, его поймали, нанесли физический вред ему, отправили его, не обучили на фронт. Там он с каким-то побратимом познакомился. Вот этот побратым погиб, с которым он сроднился. А в этот момент там жена от него ушла, уехала за границу, там нашла кого-то другого. Таких же случаев тоже может быть. И этот человек в первую очередь будет винить того, кто его запаковал. И персонально, конечно, будет винить и Зеленского, и всю власть. И у него, у человека, который потерял, условно говоря, все, по возвращению с фронта, да, либо в СЗЧ, он просто будет искать справедливости так, как он ее видит, так, как он ее понимает. Да? Он захочет мстить, например. Понимает ли это Зеленский и его окружение? Конечно, понимает. Именно по этой причине сейчас более чем 500 000 силовиков в Украине. Именно по этой причине Зеленский увеличивает штат сотрудников Службы безопасности Украины там, на 10, на 20 тысяч человек. Именно по этой причине ТЦК, другие там военкомы, полиция, добробаты, да, и прочие ребята, они имеют карт-бланш. То есть им отдали на откуп все. Вы, ребята, можете творить что угодно, как угодно. Вас за это никто наказывать не будет, но вы гарантируете, что эта власть сохраняется. И, конечно, они будут гарантировать, что эта власть сохраняется по причине того, что они в мирное время, да, при нормальных условиях развития в жизни бы не заработали бы столько денег, в жизни бы там не купили такие автомобили, и не купили недвижимость за границей, либо там в этих городах, в которых они имеют дислокацию. То есть они бы не смогли. И они понимают, что это им шанс дан. И за этот шанс уровень морального падения этих людей тоже понятен. Они готовы делать что угодно. Поэтому все эти видео мы видим, да, как сотрудники военкоматов относятся к обычным мужчинам на улице. А параллельно с этим главы там областных, городских военкоматов заключают контракты на 333 миллиона гривен с лесопилкой, да, по авиаперевозкам. Когда читаешь, кажется, что это новости из сумасшедшей палаты какой-то. Где лесопилка, где стройматериалы, какие авиаперевозки. В Украине авиаперевозки закрыты. О чем вы говорите? И это больше, чем 250 миллиарда гривен в стране, в которой денег нет. І, конечно же, эти все ребята, они за Зеленского готові воювати. Вот и все. И они будут держать строй. И Зеленский, его в окружении кто-то изучал Макиавелли. Он прекрасно понимает, на кого необходимо опираться в таких условиях. Когда он построил такую систему, что народ запуган, народ отлавливают, народ пугают, ему нужны свои штыки. Вот эти штыки он и создает. А в тылу на кого опираться? Ну, Именно вот смотрите. на военных, на полицию, на ТЦК, на всех остальных. Нет, подождите. Я сейчас говорю о гражданских. Да, про силовиков вы высказались. Про гражданских очень интересно. Нам же что сейчас демонстрируют? Ну, нет света. Блэкаут. Тепла нет. Было опять там 100 домов, отчитывается Кличко в Киеве. Сейчас там 1100 после удара, да, без тепла. Проблемы со светом, там, ну, что нам показывают? Что выходят люди, выносят колонки на Киевском море, на Русановке, это районы Киева, там, да, или за Киевом, собираются, танцуют, устраивают дискотеки, жарят шашлыки, даже просто гимн поют на Оболоне в кромешной темноте под звуки этого костра. Кто-то просто меньшими масштабами зажег елки, которые выбрасывали к празднику, и прыгают вокруг него, хороводы хороводят. И двоякое ощущение. Вроде бы понятно, что в комментариях там гадят у этих людей, они отбиваются, говорят, что ну, мы точно так же сидим, как и вы, но мы хоть что-то как бы делаем. И этих людей, которые вот это вот так типа отрываются, да, понять тоже можно. Но с другой стороны, выглядит-то как еще «давай бей еще, нам не больно». Хотя все понимают, что вот эти ТЭЦ никто не отстроит. Максимум, что
предложит, например, там рачительный европейский инвестор или западный, не знаю, там еще какой-нибудь, это не отремонтировать ТЭЦ, а какие-то там мини-котеленки, мини какие-то электростанции, мини чего-то мини, понимаете, так вот это все будет, это не будет масштаб вот этого там города или это будет вот что-то такое децентрализованное вот этими вот такими, то есть страна изменит свой облик. Киев изменит свой облик. Харьков уже меняет свой облик давно, потому что, ну, все понимают, подземные школы, там какие-то укрытия, чего-то где-то. Харьков уже другой. Общаешься с харьковчанами, понимаешь, что да, это... Нет, поддерживают там, конечно, всю красоту, там детище Кернеса, Терехов поддерживают, но все равно это уже другой город, уже не будет таким, как раньше. Хотя там плюс-минус пытаются не потерять, да, вот эту жизнь. Но, собственно, и все. На кого Зеленскому опираться в тылу? Такое ощущение, что избрана тактика по поводу этой войны. Простите, пожалуйста, абсолютно никого не хочу обидеть, и не ксенофоб, ни в коем, ну, абсолютно. Что это как Моисей, который водил 40 лет по пустыне, и пока люди, которые там поколения сменились, они забыли, что они, откуда они шли, куда они, и они только думают, куда они идут, или вообще не думают, просто они знают, что они родились уже в этом походе. Вот с этими людьми что-то там дальше и строить. Насчет опоры в тылу на гражданских, я считаю, что ее нет, и она ему просто не нужна. Из-за того, что у него есть опора на силовой блок. Он прекрасно понимает, что никакой самоорганизации общества быть не может среди гражданских. Она может быть только среди военных. А если самоорганизация и будет как-то появляться, для этого пассионарии нужны, да, их будет из-за увеличения количества силового блока, их будут просто вытаскивать, с кем-то договариваться, чтобы это было контролируемое собрание, да, условно говоря. Если ты очень яркий, заметный, и ты можешь повести за собой людей, и ты на волне вот этого негодования за справедливость, да что же такое, давайте как-то будем разбираться, к тебе приедут, с тобой пообщаются. Я уверен, тебе предложат даже денег, вот, предложат тебе шикарные условия. Тут уже вопрос морального уровня человека, да, во сколько он оценивает свои взгляды, да, в какую сумму, в квартиру, там, да, в машину, вот, в $1 миллион. Ну, такие деньги, конечно, никто не даст, но тем не менее, да, вопрос уровня этого пассионария. С другими, которые не согласятся, тоже вопрос очень быстро решается. Это, значит, агенты Кремля. У них сразу найдут переписку с какими-то там ГРУ, ФСБ, СВР России или КГБ Белоруссии. Ну, то есть что-то страшное такое, за что можно 111-ю влепить человеку, найдут и отправят его под стражу. Вот. И таких показательно штук 20 сделают, и все. И разбегутся вожаки, да, и буйных будет очень мало, и люди подумают, да ну надо ли оно мне. Вот. Нет организации. Нет организации, есть настроение, да, но и назревает даже ситуация. Но с учетом нынешних обстоятельств они купируют у корня любую организацию. А общество самоорганизоваться снизу доверху не может. Это классика. То есть нужна какая-то организация. Поэтому и ставка идет на силовой блок и на спецслужбы, которые могут купировать, могут контролировать и могут подавлять. Любой правитель, который выбирает такой путь диктатуры, да, жесткой диктатуры, ему по факту наплевать на то, что будет думать народ. Ему главное вовремя выявить очаг, вот, вовремя выявить центр притяжения и купировать его тем или иным образом, неважно, кнутом или пряником. А дальше люди в подавленном состоянии не способны на самоорганизацию. Классика технологии масс. Вот, увы, оно так работает. Да? Ну, для кого-то, увы, для Зеленского, к счастью. Вот. Поэтому я думаю, что в данном случае повлиять на Зеленского может в первую очередь именно геополитика, да, и решение на международном уровне, довольно-таки серьезное решение. А все остальное – это цепная реакция уже, не более. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на Лазарева, телеграм-канал, YouTube-канал, ссылки, как всегда, в описании. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.